Я сейчас вам расскажу одну простую истину, но о ней нужно вспоминать каждый день. Знаешь, Лёш, такая вечность мне не нужна. Потому что я черная звезда. И у меня судьба другая. Ухожу. Tamam aşk var bedudega Çıtui hava nazani Çıtı sakudi dari bez Dundi punene baş nazani Du gırak hakatet gırak Vurme gırak gindi mana Du gırak hakatet gırak Vurme gırak gindi mana Yesin sayat nova sinci Vurav sivarahi manam Hacab nisi dinçiz gamu Sırtet ne khabari manam Dubat vakan javahiris Erni kuar nohinali Ovku gitne ahchi kashi Vanku gortsa nohinali Բարև ձեզ։ Ես ունեմ գործ ձեզ համար։ Ինչ թվում է դա ձեզ կհետաքրքրի։ Я сейчас вам расскажу одну простую истину, но о ней нужно вспоминать каждый день. Самое важное, что есть у вас в жизни, это ваша женщина. Ну или с кем вы там живете. Если вы будете об этом забывать, то все. В этом хрупком мире каждому мужчине нужно немного, а лучше много ласки. Приведу пример на женщинах. Почему женщины делают свои утиные губы? Почему они сидят на этих странных диетах? Почему они так остро реагируют на наши слова? Потому что каждой женщине, и что важно мужчине, очень важно чувствовать себя самой главной, самой любимой, самой красивой. Wake you when the sky
Put your heads on my shoulders and be conquered by your desire. И вот однажды я захожу в ванную, и то, что я там увидел в зеркале, мне совсем не понравилось. Мое лицо, мои уши, моя жирная юбка – все это было настолько отвратительно, что мне сразу стало плохо. А все почему? Все потому, что моя прекрасная девушка очень долгое время не говорила мне комплименты. Она не говорила мне, что я красивый, что я восхитительный режиссер. И в итоге я стал унылым и неуверенным в себе. И тогда я сразу понял всех женщин на этой земле. Я сразу понял, почему. Я понял, почему женщины делают себе утиные губы. Почему женщины даже иногда с ребенком сидят и грустят целыми днями дома. А когда приходит их муж, осадок грусти остается. Поэтому очень важно, даже несмотря на вашу занятость, всегда помните о человеке, который рядом с вами. Духовная теплота. Так там было, духовно? Дорогие друзья, поздравляем молодоженов, желаем счастья, солнечного солнца и бархатного лаваша. Всех приглашаем на предсвадебный танец молодых. Все могут поздравить их в танце. Ура! 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 Ես այնքան հեշտ էի տարվում, ես այնքան հեշտ էի վարվում, իմ թելած ասեղի վրա հուլունքի նման էին շարվում, և հանկարծ ես վաղուց հանգած И завернуться в пыльную шаль и сдохнуть, глядя на этих лебедей. ասարցից հեյգետի ծովերից անցա, ու հանկարծ հեղտվեցի արվում. Я думала, что я актриса, что я что-то значу. Но этой зимой мне дали мою первую роль. Я выходила на сцену с единственной фразой: «Ушат господ ежами полон». А еще на спектакле меня били. А после спектакля мне говорили, что я бездарность. Режиссерша говорила: если она плохо сыграет, окуните ее в унитаз.
И мои партнеры стали смотреть на меня иначе. И началась череда безрадостных, псевдотворческих дней. И выхода, казалось, не было. Как вдруг пришел он, Лёша. Он пришел и сказал: как же ты страдаешь, девочка моя. И смазал все мои синяки мангустином. И мангустин огромный, большой и радостный пророс в моей душе. И я подумала: вот оно мое счастье. Вот он тот парень, режиссер, мужчина, который будет уважать меня и как девушку, и как актрису. И мы стали жить вместе. И тогда я первый раз в жизни подумала: а вдруг я тоже? Вдруг я достойна. Но однажды я проснулась в 5 утра и увидела голову на подушке. Голова повернулась ко мне, рыжие глаза посмотрели на меня. Рыжий взгляд потух. Вскоре он перестал улыбаться мне, перестал носить мне фалафели после института и стал снимать других актрис. А мне он говорил: нет, девочка моя, мы, конечно же, тебя снимем, ты это кульминация, ты напоследок, ты на десерт. И я ждала этой кульминации, я ждала этого пика. Так и не дождалась. Моя прекрасная и чудесная рыжая вселенная начала гаснуть. И я сама стала черной звездой. Скажите мне, как вернуть блеск в глазах? Чё сидим? Свадьбу снимать будем? Давай, вставай! Жизнь дерьмо. Послезавтра мне исполнится 30 лет. А я еще не женат. Все мои друзья женаты. А я как полосатый орел. Нет мне места. Во время свадьбы меня сажают за стол одиночек. Из-за этого я потолстел. В кино хожу я тоже один. Где моя жизнь? Сколько времени? Остановить спас показ. Идем туда. Потому что каждой женщине и мужчине тоже нужно осознавать себя самым любимым, самым красивым и самым важным человеком. Если человек, который рядом с тобой, не будет давать тебе это ощущение, то все. Дубль 8. Дубль 8.
Когда ты хрен знает где, один, в центре города. Мне не хочется ничего. После того, что ты сказал, я не ожидала, что ты можешь так сказать. Мне больше ничего не интересно, я честно скажу. Я устала. Одной быть мне не хочется. Просто определись, пожалуйста. Нехорошо так над людьми издеваться. Если хочешь быть один, так скажи уйди. Уйди, я уйду. Зачем ты так жестоко поступаешь? Я очень осознанный человек. Но иногда даже я не могу ничего поделать с этим страхом взъерошенной самки. Я размышляю, а достойна ли я моего парня? А может быть, я настолько нелепа и свиноподобна, что заслуживаю только жирного парня с жидкими неравномерными усами. Может быть, только он не заметит моих огромных капризных щек. Алёша. Я так и вижу картинку, как Лёша и 100 лопоухих длинноногих инженю снимают свой очередной фильм без меня. А я сижу одна в этой затхлой квартире и старею. Как вам квартирка? Отстойный пол, отстойный потолок, отстойное все. И пыль везде. А, как вам гобелены? Да это просто лечь в деревенский домик на кровать, закутаться шалью пыльной и сдохнуть, глядя на этих лебедей. Так получается, что от моей свинопаранойи меня может спасти только мой самый любимый, самый прекрасный человек, Лёша. Но он же не всегда рядом. Он никогда не рядом. Он же режиссер. А пока он там режиссирует, я чувствую себя беспомощной девственницей. Мой огромный прекрасный луч любви, он просто не находит направления. Навязчивое состояние у меня. Спаси меня, мой муж. Только вот не надо сейчас мне говорить, что я истерична. Я не истерична. Я несколько фантастична. Лёша. Да? Ты меня сломал. Августа, я же люблю тебя. Все херня. Хватит. Ты даже говоришь это фальшиво. У тебя уже давно пропал блеск в глазах. Лёшенька, а ты скажи, почему я не твоя муза? Почему они? Может быть, тебе что-то не нравится? Ну, а что мне сделать, чтобы ты снова запылал ко мне страстью? Скажи, я все исправлю. Может быть, у меня грудь слишком большая, а может, у меня ноги слишком тонкие. Скажи, почему, Лёшенька, ты меня не хочешь?
Я ж просто надоела тебе, да? Ты как кричишь на меня и все? Августа, я на тебя никогда не кричу. Да вот именно, блин. Ты никогда не кричишь, не волнуешься, не ревнуешь. Тебе плевать, ты все забыл. Я помню все ночи в Йошкар-Оле, когда я рыдала, а ты засыпал, потому что тебе было плевать. Ты постоянно спишь, когда мне плохо. Ну и спи дальше, просыпай меня и всю нашу жизнь. Да, это отстой. Да, это отстой. Да, я сейчас увлекся фильмами. Да, там есть голые тела. Это красиво. Но, Августа, все у нас будет хорошо. Все же херня. Мы же крутые. Да не крутые мы с тобой. Распались на я и ты, как атомы. Смотри. Видишь без глазах? Все же нормально. Смотри. Нет. Августа. Августа, мой блеск в глазах по отношению к тебе никогда и ни за что не иссякнет. Уже исчез, нету. Ну зачем ты это говоришь? К ним нет. К ним ты блестишь. Ко всем худым бабам в этом мире, кроме меня. Так на меня ты никогда не блестел. Там 100, там в 1000 раз сильнее, чем ко мне. Такая вечность мне не нужна. Я черная звезда. И у меня судьба другая. Ухожу. Своей липкой пеленой твоей любви ты меня больше не захватишь. Потому что я знаю, что все это твоя обыкновенная, рыжая хурма. Привет. Мир, слушай, у нас с тобой вышла небольшая недомолвка. Вот эта девушка, за которую ты хочешь выйти замуж, она моя. Брат, стой! Брат, слушай, я ее правда люблю. А она любит меня. Просто я ее немного обидел. Я вижу, ты расстроен. А ты видел Тамаду? Она же классная. И я видел, как она смотрит на тебя. Этому мальчику нужно срочно жениться. Посмотри на его грустные глаза. Женщина пришла и сказала, что несчастна, несчастлива, что страдает. Мы считаем, что Вахтанг может сделать ее счастливой, может дать ей все, что она захочет. Мы поверим, что ты достоин ее, только если ты будешь готов отдать жизнь ради нее. Ты готов? Давай. Поздравляю вас. Теперь вы муж и жена.
Բարև, ձեզ ոչ մի բան չի կարող բաժանել։ Ունատեր շուրջս գիշեր ու լուսի Августа, ты меня сломала. Да убери ты свой этот шарик, а? Сколько можно? Все нормально у тебя со щеками, а? Не говори ничего. Думаешь только о себе. А в любви так нельзя. В любви два человека. Да, я звучу как обиженная херня. А знаешь почему? Потому что я все делаю ради тебя. Я посуду эту мою. Постоянно. Хотя я не против. Я белье стираю. Всегда. Я кино перестал снимать только ради тебя. Я перестал снимать, чтобы поддержать тебя в твой непростой, сложный психологический момент. Я прическу сделал, как у придурка, только потому что ты попросил. Ну классная же. Ага, очень классная прическа, восхитительная просто. Я бороду свою прекрасную сбрил. Я на яйцо стал похож. А что в итоге? Подхожу к тебе и чувствую холодное безразличие, разочарование и даже презрение. Презрение. Я даже потолстел из-за этого. Лёш, ну все ж хорошо. Очень хорошо. Очень хорошо. Все, знаешь, ну нахрен, все. Все, пока. Пока. Так, интересно. Лёш. Я больше не буду, Лёш. Смотри, там ежи. Эгоизм – это замкнутая система одиноких, барановых сердец. Для счастья недостаточно осознания одного человека. Нужно, чтобы оба человека из пары человек осознали, что нужно любимому.